Летом 1996 года в России идут президентские выборы. До последнего момента непонятно, кто победит – Борис Ельцин или Геннадий Зюганов. Страна раскалывается на два лагеря – сторонников продолжения демократических реформ и тех, кто выступает за возвращение коммунистов к власти. Но появляется и третья сила, которую представляет генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь. Он занимает необычную для боевого генерала позицию миротворца. Вам когда-нибудь приводилось интернациональный долг исполнять? Вы знаете, приходилось. Я в Афганистане служил в армии. Отлично. Тогда мы с вами, как говорил Маугли, одной крови. Вот я его наисполнялся и уяснил себе три вещи. Первое, что всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе, всякие войны, даже если это войны столетние, они все кончаются одним – переговорами и миром. Для меня давно стал вопрос, а стоит ли наградить горы покойников, наплодить вдов, сирот, коллег, пустить прахом по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сесть и договориться. Может быть, эту нецивилизованную часть вообще исключить. И третье, каждая мама, она рожает сына от надежды, в старости внуков хочет иметь. И для нее ее Ваня или Магомед, не суть важно, он самый лучший. Может быть, кто-то в нем какие-то недостатки со стороны отмечает, но для нее самый лучший. Так вот не надо эту жизнь, естественно, прерывать пулей или осколком. 11 миллионов людей голосовали тогда за генерала Лебедя. Он известен не только громкими цитатами, многие из которых вы наверняка слышали, но еще и тем, что он поучаствовал почти во всех значимых событиях второй половины 20 века на территории нашей страны. Без него Ельцин мог бы и не избраться на второй срок, а Чеченская война пошла бы по совсем другому сценарию. Поговорим сегодня о том, кем был генерал Лебедь и как он повлиял на историю России. Рубеж 80-х и 90-х – время распада СССР. Страну раздирают конфликты, соседи по бывшему советскому государству вспоминают прежние обиды. А слабеющая центральная власть не успевает и, в общем-то, и не может реагировать на происходящее в республиках, что приводит к печальным последствиям. В России веками продолжается синдром динозавра. Пока сигнал от маленькой и часто безмозглой головы извилистыми путями дойдет до хвоста, его уже откусили и съели. А голова все равно продолжает проворачиваться, так как сигнала в обратную сторону не предусмотрено вообще. Одним из наиболее серьезных конфликтов 80-х-90-х годов был спор Еревана и Баку из-за Нагорного Карабаха. Эта область исторически тяготела к Армении, была в первые годы советской власти, однако передана Азербайджану. Власти Карабаха хотели включить область в состав Армянской ССР, но раз за разом получали отказ, что приводило к акциям протеста и столкновениям на национальной почве. Зимой 1988 года на стычках стали погибать люди. Азербайджанцы уезжали из Карабаха в Баку, опасаясь расправы. Тогда же произошел погром уже в азербайджанском городе Сумгаит, где двое суток разъяренная толпа врывалась в дома местных армян, грабила, насиловала и убивала живущих там людей. В Сумгаит срочно перебросили части 106-й Тульской дивизии ВДВ, которую неделями позже возглавил тот самый Александр Лебедь, тогда еще не генерал, а полковник и ветеран афганской войны. Вот что Лебедь увидел в Сумгаите. Я впервые после Афганистана на родной своей, как я тогда считал, земле увидел сожженные грузовики и автобусы, сгоревшие дома, природно черные, но побелевшие от пережитого ужаса волосы людей и глаза. Тогда же пахнуло средневековым садизмом, звериной нечеловеческой жестокостью, густо перемешанной с глупостью. В ноябре Тульская дивизия снова оказывается в Азербайджане. На этот раз волнение в Баку, где проходит огромный митинг. Жизнь города парализована. Транспорт и предприятия не работают, закрыты магазины. На окраинах стычки между азербайджанцами и армянами, а местные власти эти проблемы никак не решают. Лебедь вводит комендантский час, оцепляет районы, где проживают преимущественно армяне, организует их охрану. Занимается нехарактерными для армии вопросами, например, налаживает электроснабжение. Одного из руководителей, который отказывался подавать электричество в армянский пригород, он ставит перед выбором: или включаешь свет, или летишь из окна. Митинг в итоге разгоняют силой, обходится без жертв. Но по городу ползут слухи о сотнях убитых азербайджанцев. Хотя город
возвращается к обычной жизни, начинается массовый исход армян из Азербайджана. Отношения между двумя республиками все больше напоминают предвоенные, а центральная власть в Москве ничего не может с этим поделать. Не армейское это дело заниматься внутренними беспорядками. Не потому, что здоровья не хватит, как раз наоборот от его избытка. Но возложение полицейских функций на армию вообще и на воздушно-десантные войска в частности есть величайшее унижение армии. В апреле следующего года дивизия «Лебедя» перебрасывается в Тбилиси, где незадолго до этого разгоняли оппозиционный митинг за выход Грузии из состава СССР. 20 человек тогда погибли, более 200 получили травмы. Меньше чем через год снова накалилась обстановка в Баку. К этому моменту офицеры дивизии «Лебедя» приобрели специфический опыт, и мнение их стало единодушным. Черт бы побрал всех партийных и государственных вождей! На сей раз ситуация гораздо сложнее. Советские войска встречают не мирные протестующие, а вооруженные люди, которые сооружают баррикады на въездах в город. Лебедь пытается вступить в переговоры. Говорит, что армия — это не кошка, которую поймали за хвост. Визжит, царапается, а сделать ничего не может. У него приказ пройти в Баку, и он его выполнит. Взаимопонимания, однако, достичь не удается. В ночь на 20 января 90-го года случилось немыслимое. Советские войска берут штурмом советский же город. Бронемашины таранят баррикады. Десантники стреляют на любой подозрительный звук. Протестующие пытаются остановить движение колонны, ложась под танки, но бесполезно. Силы не равны. Войска занимают Баку, арестованы основные представители оппозиции. Погибли больше 130 жителей азербайджанской столицы. Есть жертвы и среди военных. Все это – отчаянная попытка коммунистических властей спасти расползающуюся страну. Не имея политического решения проблемы, они просто отправляли в мятежные республики военных. Вреда от этого, конечно, больше, чем пользы. Происходящее лишь ускоряет распад Союза. А Александр Лебедь, меньше чем через месяц после подавления Бакинского восстания, получает звание генерал-майора. Здесь быстро прервемся и продолжим сейчас. Недавно вышел первый том нашей книги «История Второй мировой войны». Мы с командой сделали его на основе сценариев роликов моего сериала, который 3 года выходил на канале и собрал миллионы просмотров. Книга получилась содержательная, очень красивая и красочная. Такая будет хорошим подарком, ее можно дать ребенку или взрослому, чтобы человек сам разобрался в том, что произошло в те годы. Причем изучил не из-под палки, а с интересом. Издать такую книгу совсем непросто. Это огромный труд и большие деньги. Первый том мы делали почти 8 месяцев, и над ним работала большая команда. Редакторы, историки, художники, корректоры, дизайнеры. Всего 21 человек. Но благодаря вашей поддержке первый том все равно вышел. И мы уже начали работу над вторым томом. Вот посмотрите его первые готовые развороты. Второй том охватывает ключевые события 1941-43 годов. От битвы за Москву и блокады Ленинграда до Сталинградской битвы, прорыва на Курской дуге и операции в Африке и Италии. Каждая иллюстрация создается с нуля профессиональными художниками, а затем проходит сложную цепочку согласований с историками. Они проверяют достоверность каждой детали, от формы пуговиц на мундирах до маршрутов на картах. Мы уже вкладываем в работу и доходы от первого тома. Так бы и финансировали весь проект, если бы было это обычное время. Но сейчас продажами много не соберешь. Я не могу свободно продавать книгу в книжных магазинах России или через площадки вроде Озона. По сути, могу использовать для этого только свой канал. И чтобы продолжить работу над вторым томом, нам нужна ваша поддержка. Вы можете помочь любой суммой. Даже небольшое регулярное пожертвование на Бусти или Патреоне приближает нас к цели и дает возможность спланировать работу команды. За пожертвование от $100 или 4 пожертвования по 25 мы отправим вам книгу из первого тиража. А за $1000 ваше имя появится в списке меценатов в конце второго тома, и вы одним из первых получите экземпляр, подписанный мной. Также вы сможете написать короткую фразу, почему вы решили поддержать проект, и это будет в книге. Ссылка в описании. Выберите удобный для вас способ: Boosty, Patreon, PayPal или криптовалюта. Давайте продолжим вместе делать книгу, которая честно расскажет о Второй мировой войне, чтобы никто и никогда не захотел это повторить. И кто знает, может быть, однажды она станет школьным учебником в России.
На одни и те же грабли мы привыкли наступать. То по лбу, то по затылку сами себе врежем. Умные люди сначала считают, а потом режут. Мы же сначала за ножницы откромсаем, потом в затылке чешем, лишнее отмахали. Тут мы неисправимы. Последняя попытка сохранить СССР военной силой была предпринята в августе 1991 года, и снова не без участия Лебедя. Тогда группа государственных и партийных деятелей объявляет чрезвычайное положение, а себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, то есть ГКЧП. Они изолируют в крымской резиденции Горбачева, вводят в Москву танки. Их цель — остановить демократические и либеральные реформы, проходящие в рамках перестройки, сорвать подписание нового союзного договора и спасти, как им кажется, СССР от распада. Сопротивление путчистам возглавляет российский президент Борис Ельцин. Мы об этом много раз говорили, потом быстро пробегаюсь. Он отказывается подчиниться приказам путчистов и вместе со сторонниками баррикадируется в Белом доме в Москве. Кажется, что шансов победить у Ельцина никаких. Ему противостоят все силовые ведомства страны – армия, КГБ, милиция, а на стороне российских властей лишь безоружные граждане. Однако некоторые высокопоставленные военачальники занимают выжидательную позицию и наблюдают, в какую сторону будут поворачиваться события. Среди них и Павел Грачев, командующий силами ВДВ и старый знакомый Лебедя. Утром 19 августа Грачев приказывает Лебедю отправиться к Белому дому, вступить в контакт с его защитниками и организовать охрану здания силами одного батальона. Приказ, судя по воспоминаниям Лебедя, максимально размытый, и трактовать его можно по-разному. Лебедь радио не слушал, ни про какой ГКЧП не знал, поэтому просто рассредотачивает свой батальон вокруг здания и отправляется внутрь на встречу с Ельциным. Ельцин расспрашивает генерала, зачем он прибыл, какой приказ имеет, как армия относится к перевороту. Лебедь отвечает: будет охранять государственную собственность в виде Белого дома от кого угодно, кто попытается на нее посягнуть. После этого Ельцин объявляет: батальон Лебедя перешел на сторону противников ГКЧП. Новость вызывает эйфорию среди защитников. Те начинают брататься с десантниками, угощать их сигаретами и едой. На самом же деле Лебедь никуда не переходил. Он готов выполнить любой приказ, включая приказ о штурме Белого дома. Просто приказа такого не поступает. Утром 20 августа Лебедю приказывают уводить войска из Москвы, что он и делает. После чего генерала вызывают в Генштаб, где заседает военная часть ГКЧП. Они просят рассказать, какая там у Белого дома обстановка. Лебедь докладывает: у здания 100 тысяч человек. Попытка штурма приведет к массовым жертвам. С двух направлений в здание вгоняется 2-3 десятка птуров без особого ущерба для окружающей его толпы. Когда вся эта прелесть начнет гореть, хуже того дымить, и в этом дыму сольются лаки, краски, полироль, шерсть, синтетика, подтяни автоматчиков и жди, когда обитатели здания начнут выпрыгивать из окон. Кому повезет, будет прыгать со 2-го этажа, а кому не повезет, с 14-го. По схожему сценарию будут развиваться события в октябре 93-го, когда войска под командованием Павла Грачева будут штурмовать Белый дом по приказу Бориса Ельцина. Но в августе 91-го этого не случилось. Армейские начальники не решаются устроить массовое кровопролитие. После инцидента и перестрелки на Садовом кольце, где погибают 3 протестующих, войска выводят из Москвы, а ГКЧП признает свое поражение. Следующим пунктом назначения для генерала Лебедя становится Приднестровье. На волне перестройки в Молдавской ССР появились организации, выступавшие за отделение от СССР и сближение с Румынией. Этим были недовольны жители Приднестровья, региона Молдовы, населенным в основном русскоязычными людьми. Когда в 91-м Молдавия объявила о своей независимости, Приднестровье сделало то же самое. Заявило, что становится самостоятельным государством. Процесс этот мирным не был. В марте 92-го между Молдовой и мятежной провинцией начался полномасштабный военный конфликт. Кишинев отправил войска на подавление протестов. И там, в Молдавской ССР, еще с советских времен находилась 14-я армия. Некоторые ее части присягнули независимой Молдове и вошли в состав молдавских вооруженных сил. Подразделения на территории Приднестровья получили невнятный статус формирований под присягой СНГ и перешли под управление российского Минобороны. Какие-то офицеры и вовсе решили воевать на стороне Тирасполя. И вот разруливать все это отправляется генерал Лебедь. Он прибывает в Тирасполь инкогнито под именем полковника Гусева, якобы с инспекцией по поручению Генштаба. В первую очередь разбирается, кто вообще кому подчиняется.
Всех офицеров, сотрудничавших с молдавской или приднестровской стороной, немедленно увольняют. Гусев-Лебедь наводит порядок с охраной объектов, снабжением, поставкой боеприпасов. За несколько дней полуразложившиеся части 14-й армии приходят в боевую готовность. Еще через несколько дней Лебедь раскрывает себя и возглавляет армию, вступая в конфликт на стороне Приднестровья. Вот что он заявил на пресс-конференции перед этим. Настало такое время занять определенную позицию. Хватит ходить по миру с умой, как козлы за морковкой. Из дня сегодняшнего выступления генерала кажутся знакомыми. Там было и про фашистскую клику, руководящую Молдовой, и про необходимость повесить фашистов на столбах, и отсылки к Великой Отечественной, и рассказы про иностранных наемников, воюющих на стороне противника. 14-я армия начинает массированные обстрелы молдавских позиций. Вмешательство россиян меняет расклад сил. С мечтами о восстановлении контроля над Приднестровьем Кишиневу приходится распрощаться. Более того, Лебедь открыто говорит, что не прочь перейти в наступление и на саму Молдову. Есть приписываемая ему цитата тех времен. Если, мол, понадобится, мы будем завтракать в Тирасполе, обедать в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте. Поведение Лебедя положило конец его многолетней дружбе с Павлом Грачевым, который к тому времени стал министром обороны России. Грачев настаивал, Лебедь не с прессой должен общаться и не в войне участвовать, а выполнять поставленную задачу – охранять военные объекты и вступить в контакт с молдавским президентом, что Лебедь делать отказывался. Однако действия Лебедя приводят к завершению войны. В конце июля Молдова и Приднестровье подписывают соглашение о прекращении огня. Конфликт заморожен и останется в таком состоянии по сей день. Коней на переправе не меняют, а ослов нужно. Первый опыт работы политиком Лебедь получил еще в Приднестровье, где был недолго депутатом местного Верховного Совета. В декабре 95-го он избрался в Государственную Думу, баллотировавшись в Туле, где много лет командовал дивизией. Однако на федеральном уровне мало кто воспринимает отставного генерала политиком всерьез. Движение «Конгресс русских общин», один из лидеров которого Лебедь, не может преодолеть даже 5% барьер. Все меняется, когда за Лебедя берется олигарх Борис Березовский, один из главных моторов кампании переизбрания Ельцина. Лебедь ему нужен как человек, который может оттянуть голоса от Зюганова. Нужны были голоса тех консервативно настроенных граждан, которые Ельцина не любили, обвиняли его в развале армии и утрате имиджа страны на международной арене. Лебедь на эту роль подходит идеально. Он хорошо, в тогдашнем понимании российских властей, проявил себя в Приднестровье, умудрился пройти мимо и Чеченской войны, и событий октября 93-го. Конфликт с непопулярным министром обороны Грачевым лишь играет ему на руку. Благодаря денежным и медиаресурсам Березовского Лебедь весной 96-го почти не сходит с телеэкранов. Лебедь играет на той же поляне, на которой уже через 4 года сыграет другой отставной силовик – Владимир Путин. В своих предвыборных материалах Лебедь обещает навести в стране порядок, разобраться с коррупцией, гарантировать стабильность, обеспечить национальные интересы России и защитить русских за рубежом. Один из самых известных его роликов заканчивается фразой «Хватит, навоевались». Стихии беспощадны к человеку. Цунами и лавину нельзя остановить, но их можно предугадать и спасти людей. До начала извержения можно уйти от огня. Но нет ничего страшнее гражданской войны. Я знаю войну. От нее нельзя уйти, спрятаться, отсидеться. Сегодня нам надо в корне пресечь возможность вооруженных конфликтов, остановить рост преступности, углубление кризиса. Я, русский офицер, знаю, как это сделать. Могу это сделать, а значит должен. Нам нужны мир, порядок, стабильность. Хватит, навоевались. Это я обещаю. Выбранное Лебедем амплуа оказывается неимоверно востребованным в обществе, уставшем от Чеченской войны. Популярность генерала взлетает за считанные недели. Незадолго до выборов выходит совместная передача «Кукол и поле чудес», где кукла Лебедя произносит фразу «упал, отжался», которая настолько вписывается в его образ, что войдет в народную память как перл реального генерала. Ты про кого сказал? Мало мозгов. Сам догадайся. А вы, пожалуйста, отстаньте от меня со своими очками. За очками вот к этому обращайтесь. Сейчас я наведу тут порядок. Да погодите вы. Буква! Ну, одна буква!
Чего, когда нет в товарищах? Тамбовский волк тебе, товарищ. Не мешайте мне отгадывать. Вы тут не один. Я тут один. А двоих бы я и не вынес. Солдафон. Упал, отжался. Кто, я? Ну не я же. Господа, это все бессмысленное времяпрепровождение. Все это время в прессе ходят слухи, что компания «Лебедя» — это на самом деле лишь часть кампании по переизбранию президента Ельцина. Тем более, что занимаются ей те же люди, которые в начале 90-х работали с Ельциным. Лебедь эти слухи отрицает, однако от прямой критики президента воздерживает, обвиняя во всех бедах неких абстрактных чиновников и номенклатуру в целом. Если говорить культурно, номенклатурный капитализм. А если так попросту, то всеобщий бардак. Всеобщий бардак — это такой специальный, отрегулированный, жестко регламентированный порядок, выгодный тем, кто наверху, позволяющий делить честно бублик господам чиновникам, а дырку от бублика — народу. Первый тур выборов приносит Лебедю успех, который ранее нельзя было представить. Генерал получает 14,5% голосов. Его поддерживают почти 11 миллионов избирателей, существенная доля которых иначе проголосовала бы за Зюганова. Ельцин опередил того в первом туре всего на 2 миллиона голосов, так что план Березовского сработал. Результат Лебедя настолько впечатляющий, что оба участника второго тура, и Ельцин, и Зюганов, делают все возможное, чтобы заручиться его поддержкой. Зюганов обещает Лебедю пост в правительстве и официально обращается к бывшему противнику с призывом объединить усилия. Но у Ельцина преимущество. Как действующий глава государства он мог не только обещать. Уже через 2 дня после первого тура он назначает Лебедя секретарем Совета Безопасности, дополнив это должностью своего помощника с особыми полномочиями. После чего Лебедь выступает в поддержку Ельцина, призывая всех сторонников голосовать за президента. Во втором туре Ельцина и Зюганова разделили уже 10 миллионов голосов. Мы не можем утверждать, что это те самые 10 миллионов избирателей Лебедя, но без поддержки генерала Ельцину победить на тех выборах было бы намного сложнее, если вообще возможно. Ссора с Грачевым, случившаяся из-за событий в Приднестровье, не дала Лебедю взлететь на вершины армейской иерархии. Но она же позволила ему остаться в стране от главного военного провала 90-х – чеченской кампании. Нет никаких сомнений, что не случись этой ссоры с Грачевым, Лебедь был бы задействован в войне в Чечне. Эта война, к которой ни страна, ни армия не были готовы, уничтожила бы его репутацию и сделала бы невозможной реализацию плана Березовского. Однако Лебедю выпала другая участь. Ему предстояло эту войну закончить. А что войну пора заканчивать, сомнений у него не было. Спустя без малого 2 года после ввода федеральных войск в Чечню установить стабильный контроль над республикой Москва так и не смогла. В начале августа 96-го боевики предпринимают очередную дерзкую вылазку. Они захватывают Гудермес, атакуют Аргун и Грозный. Бои в чеченской столице идут несколько недель. 11 августа в Чечню прибывает Лебедь. Он вступает в переговоры с сепаратистами. Российское командование же считает, что переговоры не нужны, что оно сможет разгромить силы боевиков и отменить приказы генерала Пуликовского, который планировал нанести мощный удар по Грозному. Лебедь сумел убедить командование и 22 августа со Сланом Масхадовым, начальником штаба сепаратистов, подписал перемирие. К этому моменту федеральный центр уже заявил об окончании войны. Это важная часть предвыборной кампании Ельцина. Еще в мае президент встречался в Кремле с чеченской делегацией. По итогам переговоров подписано соглашение о прекращении огня, которое никто не стал соблюдать. Лебедь настаивает на подписании договора, который предусматривает вывод федеральных войск из Чечни. Такой договор подписан 31 августа 1996 года в городе Хасавюрт. И Лебедю, и Масхадову пришлось пойти на компромиссы. Лебедь после долгих споров согласился убрать из соглашения упоминание Российской Конституции. В итоге получился как бы договор равных по статусу государств. Масхадов же принял, что решение о статусе Чечни откладывается до 31 декабря 2001, то есть о признании независимости республики речи не шло. Осенью российская армия выходит из Чечни. Масхадов становится президентом республики. Оценить хасавюртовские соглашения очень сложно. Очевидно, они не приведут к появлению в Чечне нормальной государственности. Наоборот, к власти вместо условно умеренных деятелей типа Масхадова придут бандиты вроде Шамиля Басаева.
Чеченская проблема в августе 96-го не имела хорошего решения. Александр Лебедь выбрал подписать с сепаратистами мирное соглашение. Так закончилась Первая Чеченская война. Хасавюртовские соглашения продержатся 3 года, до августа 99-го, когда со вторжения боевиков в Дагестан начнется Вторая Чеченская. Самому же Лебедю в роли секретаря Совбеза отведено меньше времени. Он вступает в затяжной конфликт с министром внутренних дел Куликовым. Лебедь выскажется об этом так: «Двое пернатых в одной берлоге не живут». Куликов обвиняет Лебедя в подготовке госпереворота. Лебедь в ответ говорит о коррупции в МВД. Ельцин начинает тяготиться бывшим соратником. Лебедь уже сделал свое дело, помог президенту победить на выборах и закончил войну. Дальше терпеть в своем окружении неуправляемого, но крайне амбициозного генерала смысла не было. В октябре 96-го Ельцин отправляет Лебедя в отставку. Спустя 1,5 года после изгнания из политики Лебедь возвращается и, наконец, выигрывает выборы. Правда, не федеральные, а региональные. Весной 98-го он станет губернатором Красноярского края. Тогда как раз ищут преемника для 67-летнего Ельцина, который не может избраться на еще один срок. Каждого более-менее серьезного политика пристально рассматривали, не собирается ли он баллотироваться в 2000 году в президенты. Наличие Лебедя на авансцене столичной политики становится нежелательным. Тем более, что преемника ищут с похожим на него профайлом – прогрессивного, совестливого силовика. В 99-м ВЦИОМ спрашивал россиян, кого из киногероев они хотят видеть во главе России. В лидерах были маршал Жуков, разведчик Штирлиц и Глеб Жеглов. В общем, Лебедя нужно было убрать из Москвы подальше. И тогда олигарх Березовский решил помочь своему протеже стать губернатором в Красноярске. У Березовского свои интересы, в первую очередь местный алюминиевый завод. Ну а Лебедь получит необходимый опыт административной работы, и если нужно, его всегда можно будет достать оттуда обратно. В реальности все по-другому. Генерал-губернатор Лебедь настраивает против себя местные элиты, пытается прививать военные нравы чиновникам, да и среди жителей не популярен. Идите хоть куда, звоните тоже хоть куда, но чтобы завтра этой херовины в крае не было. Я хорошо уяснил? На выборах Красноярского заксобрания в 2001-м избирательный блок за Лебедя занимает лишь 3-е место. До следующих губернаторских выборов Лебедь не доживет. 28 апреля 2002 года он летит на вертолете открывать горнолыжную трассу. Вертолет зацепит провода линии электропередач и разобьется. Погибнут 8 человек, включая губернатора Лебедя. Любая катастрофа такого масштаба вызывает всплеск конспирологических версий. Есть они и вокруг крушения вертолета Лебедя. Впрочем, существенных доказательств заговора или теракта нет. Следствие приходит к выводу: в случившемся виноваты пилоты вертолета, которые нарушили правила безопасности в условиях плохой погоды. Тому есть множество объективных доказательств. Лебедь ушел из жизни ровно на стыке эпох. В новую эпоху он не вписывался. Он был звездой бурных времен 80-х и 90-х. Исторические события часто помогают выйти на авансцену подобным людям. На фоне всеобщего хаоса армейские офицеры выглядят островком стабильности, за который людям хочется держаться. Но в наступавшей путинской эпохе такому персонажу места не было. Известный генерал с настоящим боевым опытом, не боящийся конфликтов и ничем не обязанный центральным властям, худшего кошмара для Кремля и представить невозможно. До завтра.